Недавно, 6 января, объявили об открытии нового железнодорожного маршрута, соединяющего Таллин, Ригу и Вильнюс. Создавалась атмосфера значительного события, почти исторического прорыва. Однако торжественная шумиха выглядит, мягко говоря, преждевременной, ведь это совсем не та разрекламированная с широким размахом Rail Baltica, которую страны Балтии упорно, но безуспешно строят с 2014 года, постоянно откладывая сроки запуска. На неискушенный взгляд эта новость может создать обманчивое впечатление о развитии транспортной инфраструктуры в странах Балтии. Но, увы, реальность, которую описывает в своем анализе Скотт Риттер, оказывается куда более печальной и прозаичной. Предлагаем вашему вниманию некоторые выдержки из его статьи. Итак, путешествие из Вильнюса до Таллина по новому маршруту займет около 10,5 часов. При этом пассажирам придется покупать билеты отдельно на каждый участок у перевозчика соответствующей страны. Общая стоимость поездки составит 54 евро. Дорого, неудобно и медленно. Для сравнения, автобусное сообщение между этими городами значительно быстрее и дешевле. Так, билет на автобус из Вильнюса в Ригу стоит в районе 12-13 евро, а время в пути составляет примерно 4 часа. Аналогичная поездка из Риги в Таллин обойдется примерно в 11-12 евро. Более того, существует прямой автобусный рейс из Вильнюса в Таллин, время в пути на котором составляет около 8,5 часов, а стоимость билетов колеблется от 21 до 28 евро. Руководство железных дорог, конечно, дает обнадеживающие обещания. Они утверждают, что после завершения ремонта путей в Эстонии время в пути сократится на 1,5 часа. Кроме того, ведется разработка единого билета и совершенствование системы его приобретения. Насколько эти меры будут эффективными в реальности, покажет время. На данный момент они больше напоминают попытку спрятать реальные системные недостатки. Исполнительный директор эстонского перевозчика Elron Lauri Бетлем гордо рассказал о возрождении регулярного железнодорожного сообщения между 3 балтийскими странами, которого, по его словам, не было почти 30 лет. Это возрождение, однако, выглядит довольно странно, ведь новый маршрут практически полностью повторяет тот, что существовал в советское время. По сути, это просто использование старой инфраструктуры, которая досталась в наследство от СССР. В советский период между Ригой, Таллином и Вильнюсом каждый день ходило несколько пассажирских поездов, включая прямой поезд Таллин, Рига, Вильнюс, Минск. Время в пути из Таллина в Вильнюс составляло 13 часов 35 минут. Получается, что за 30 лет Балтийские республики не смогли не только улучшить, но даже восстановить советский уровень железнодорожного сообщения. Советская инфраструктура парадоксальным образом продолжает служить своим новым хозяевам, в то время как они сами не могут справиться с реализацией крупных инфраструктурных проектов. Лишенные значительной части грузопотока, местные железные дороги постепенно приходят в упадок. Именно благодаря старой инфраструктуре удалось запустить маршрут, который должна была обеспечивать новая железнодорожная линия европейского стандарта Rail Baltica. Этот проект, начатый более 10 лет назад, в лучшем случае заработает только к концу 2030 года. Rail Baltica превратилась в яркий пример неэффективного использования огромных финансовых ресурсов, а также в источник громких коррупционных скандалов. В прошлом году латвийский парламент создал специальную комиссию, чтобы разобраться в причинах исчезновения миллиардов евро, выделенных на Rail Baltica за 10 лет из европейских структурных фондов и государственного бюджета Латвии. В конце 2024 года комиссия представила свой доклад, в котором виновные были разделены на категории в зависимости от степени их ответственности. На красную категорию, свидетельствующую о наибольшей вине, вошли бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, руководивший правительством с 2019 по 2023 год, нынешний министр сообщения Каспарс Бришкинс и его предшественник на этом посту Талис Линкайтс. В оранжевую категорию попали более 10 чиновников, в том числе бывшие руководители министерства и один действующий министр.
Вот в желтую категорию вошли бывший министр финансов, а в настоящее время депутат Сейма Янис Рейерс, а также бывшие премьер-министры Латвии Лаймдота Страуйма и Марис Кучинскис. Из-за прорыва канализации в здании парламента экстренное заседание Сейма, посвященное обсуждению результатов расследования, оказалось под угрозой срыва. После того, как помещение удалось проветрить, перед депутатами выступил глава Следственной комиссии Андрис Кулбергс. Он заявил, что если бы информация о проекте Rail Baltica не была изначально засекречена, то, вероятно, многих проблем удалось бы избежать. После его выступления начались дебаты, в ходе которых представители коалиционных партий подвергли критике систему цветовой дифференциации ответственности политиков. Представители коалиции все еще надеются, что их потомки смогут доехать на поезде по Rail Baltica до Берлина. Оппозиция же предложила иной вариант – отказаться от этого проекта и списать все потраченные на него деньги, тем более что львиную долю расходов взял на себя Евросоюз. Разумеется, возник вопрос о наказании виновных. К началу заседания Сейма прокуратура уже возбудила уголовное дело на основании выводов комиссии Кулбергса. Однако сам Кулбергс настроен пессимистично. Из разговоров с прокурором я понял, что у нас фактически нет статьи, по которой можно было бы привлечь политика к ответственности, заявил он. Действительно, трудно себе представить, чтобы бывший премьер-министр Каринш и другие упомянутые в докладе чиновники оказались на скамье подсудимых. Естественно, общественность требует наказания виновных в растрате государственных средств. Считаю, что кто-то должен нести ответственность за эти золотые свои. Кто-то должен понести наказание. Это же фантастические суммы, возмущается известная латвийская журналистка Лайма Линужа. Новый пассажирский маршрут был запущен совсем недавно, поэтому делать выводы о его рентабельности пока преждевременно. Тем не менее, уже сейчас очевидно, что он будет пользоваться меньшим спросом, чем его советский предшественник, ведь население региона за прошедшие годы сократилось более чем на треть. С грузоперевозками ситуация обстоит еще хуже. В балтийских странах основной объем грузоперевозок традиционно приходится на направление запад-восток, а не север-юг. Россия давно начала процесс вывода своего транзита из этого недружественного региона, и санкции только усиливают эту тенденцию. Когда-то Рижский порт приносил Латвии до 600 миллионов евро дохода в год, но уже в 2020 году грузооборот в латвийских портах достиг самого низкого уровня за десятилетия, что спровоцировало массовые сокращения на латвийской железной дороге. В 2021 году грузооборот упал еще на 7%. На некоторое время перевозки угля из Казахстана позволили Латвии в 2022 году немного улучшить финансовые показатели. Однако ужесточение санкций против России в 2023 году привело к катастрофическому падению. Объем перевалки угля снизился на 56%, а нефтепродуктов — на 48%. За последние 5 лет суммарный оборот всех грузов упал на 58%. Попытки заменить российские грузы на поставки из ЕС и стран Центральной Азии оказались столь же безуспешными, как и проект Rail Baltica. За первые 9 месяцев 2024 года через порты Латвии было перевалено 26 миллионов 32 тысячи тонн грузов, что на 11,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Порт Риги пока сохраняет лидирующие позиции по объемам перевалки, но и он за 9 месяцев 2024 года сократил транзит на 6,8% до 13 миллионов 141 тысячи тонн. В 2023 году его грузооборот составил 18 миллионов 794 тысячи тонн, что на 20,1% меньше показателя 2022 года. Что касается латвийской железной дороги, то за 9 месяцев прошлого года ее грузооборот уменьшился на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 8 миллионов 630 тысяч тонн.
Транзит зерна из России в другие страны Евросоюза, пожалуй, единственное, что еще поддерживает латвийскую железную дорогу на плаву. Год назад правительство Латвии обращалось к Европейскому Союзу с призывом запретить импорт российского зерна, но Брюссель не пошел на этот шаг. В результате Латвия ввела запрет только на ввоз зерна на свою территорию, сохранив при этом транзитные перевозки. В итоге зерно продолжает транспортироваться в тех же объемах, что и ранее. Среди латвийской правящей элиты все больше сторонников находит идея полного демонтажа железной дороги, ведущей в Россию. Аргументация простая, от нее сейчас больше проблем, чем пользы. В начале текущего года депутат Рижской городской думы Марис Мичеревскис заявил: «На протяжении веков Россия была для нас источником несчастий. Может быть, наконец-то пришло время уничтожить эту дорогу, которая приводит к беде». А в декабре 2024 года влиятельный бизнесмен Гирт Рунгайнис заявил, что латвийская экономика только выиграет от демонтажа железнодорожных путей в восточном направлении. Однако есть и альтернативные мнения. Недавно бывший глава Рижского порта Леонид Логинов дал интервью, в котором назвал предложение о демонтаже железной дороги в Россию преступлением против государства. Он подчеркнул, что те грузы, которые еще несколько лет назад шли через Ригу, теперь перенаправляются через российские порты – Усть-Лугу, Санкт-Петербург, Приморск на Балтике и Тамань на юге страны. 40 евро за тонну, с возмущением говорит Логинов. Вы можете себе представить, какую прибыль получают эти порты и сколько налогов они перечисляют в российский бюджет, а у нас пустота. Таково мнение человека, посвятившего всю свою жизнь работе в транспортной сфере. Но национальные кадры, получившие свои должности благодаря правильному происхождению и владению языком, думают иначе. Уважаемые зрители и слушатели, согласны ли вы с выводами Скотта Риттера? Делитесь своими мнениями в комментариях и предлагайте темы для наших следующих выпусков. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Впереди еще много интересного. Спасибо за просмотр.